Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Он ведь начал ласкать его ушко. Девятое место. А Тэхён такой: иди-ка сюда на 2 слова, объяснись, что это они на тебя залипать должны. Даже не знаю, кто из них ревнивее. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Главная причина, по которой Чангук и Тэхён влюбились друг в друга еще в юности. От дружбы к любви. Анализ психологии Вигу». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Они начали перенимать привычки друг друга. Седьмое место. Пока держали торт, успели облапать друг друга. Шестое место. Поведение пары. Их хитрые взгляды друг на друга. Одна японская армия участвовала в предзаписи Инкигая, и во время ожидания рядом с ней стояла корейская фанатка Чангука, которая вдруг сказала: «Кажется, Тэхён сегодня пришел». Когда японская армия спросила, почему она так думает, та ответила: «У Чангука хорошее настроение». В итоге Тэхён действительно внезапно появился на сцене, и все были в шоке. Чангук слишком предсказуем, когда дело касается его парня. 5 место. Умираю от этой ласково-нежной поддержки. Четвертое место. Забота. Участники были на приеме президента Южной Кореи, и все парни знатно нервничали. Когда Тэхён увидел, как волнуется Чангук, протянул ему руку, тем самым дав понять: «Я рядом, все хорошо». Его поддержка всегда такая значимая и безоговорочная. Третье место. Новости. Чангук был замечен в аэропорту. Я работаю в аэропорту и случайно столкнулась с Чангуком, который летел обратно в Корею.
Это была личная поездка, поэтому фанатов практически не было, и, похоже, окружающие пассажиры его не узнали. Чуть позже одна девушка заметила его и попыталась подбежать, чтобы что-то спросить, но его менеджер ее остановил. Сначала я просто стояла и пыталась понять, действительно ли это он, но когда Чонгук посмотрел в мою сторону, я узнала его, эти большие круглые глаза невозможно не узнать. Главная причина моей радости в жизни. СМИ пишет, в этом году многие звезды временно покинут индустрию развлечений из-за службы в армии, а те, кто отслужил, вернутся, чтобы встретиться с публикой. Среди них Ча Ину привлекает к себе внимание, приняв эстафету военной службы. Ча Ину поступит на службу 28 июля 2025 года. После прохождения базовой подготовки он будет служить в военном оркестре армии Республики Корея. В преддверии ухода Ча Ину, Чонгук, который является его близким другом, будет демобилизован из армии в июне. Чонгук поступил на военную службу вместе со своими участниками в декабре 2023 года и в настоящее время служит в качестве действующего солдата. Тэхён такой крошечный. Побегал, потянул штаны, чтобы из них не выпасть, и присел на лавочку дальше крошничать с такими же малышами, как и он сам. В 2014 году, когда BTS продвигали Boy in Love, Тэхён привлек внимание публики своими оранжевыми волосами и был назван фанатской феей. Во время выступления на радио ведущий даже упомянул: если вы ведете BTS в строку поиска портала, то высветятся оранжевые волосы. В то время Тэхён создал повальное увлечение парнем с оранжевыми волосами и внес большой вклад в то, чтобы имя BTS стало широко известно, когда они были новичками. Наш огонек. Такой юный и чудесный. Обожаю эту личность Тэхёна. Тэхён был упомянут в статье, анализирующей кофейные бренды с участием удивительных моделей, которые оказали огромное влияние. После того, как Тэхён был выбран в качестве модели, Compose Coffee оказал большое влияние. Продажи конкретных блюд из меню, которые упоминал Тэхён, резко возросли на 72% в годовом исчислении за 2 дня. После выхода рекламы количество подписчиков Compose Coffee в Instagram также выросло на 53% по сравнению с предыдущим днем. Хотите успех и прибыль? Пригласите Тэхёна. Его причину счастья так легко распознать. Я каждый раз буду удивляться тому, какие Тэйкук абсолютно разные, что по характеру, что по стилю одежды, что по вкусу музыки, но черт возьми, они созданы друг для друга.
как же он любит животных. Наше любимое качество – 144 рубля, показывающее намного больше. Это так горячо. Хасок запустил эфир. Как дела у Мики? Я навестил его недавно. И как бы это сказать, у него не все в порядке. Хасок упомянул АМТ. Возможно, он имел в виду кислородный аппарат МТ. Я скучаю по всем участникам. По какой-то причине они всегда появляются, как только я начинаю лайв. Killing It Girl – песня, которая стала частью трилогии. У каждой из песен, которые вошли в нее, своя история, и все они о любви. Они являются частью масштабного плана. Я выразил в песнях любовь разными способами, и все эти песни для вас, армия. С самого начала эти 3 сингла были уже определены сразу после моего возвращения из США в ноябре прошлого года. Killing It Girl – это начало того пути, по которому я пойду со своей будущей музыкой, немного более зрелой. Можно сказать, что с каждой песней градус понемногу повышается. В плане зрелости и разных других аспектов, по мере того, как вы слушаете, вы, наверное, тоже думаете: «О, становится немного мощнее». Да, становится мощнее и жестче. Так что вам наверняка очень интересно, какой же будет последняя песня, да? Это один из главных концептов, и эти 3 сингла на самом деле рассказывают одну историю. Теперь вам просто нужно наслаждаться контентом. Общая картина, которую я планировал все это время, по чуть-чуть складывается воедино. Все мои планы, которые я хотел реализовать после демобилизации, подходят к своему завершению. Это так увлекательно, но в то же время вызывает во мне множество разных эмоций. Я чувствую ностальгию. В Sweet Dreams я хотел показать более зрелую сторону. Я хотел, чтобы это была песня, в которой одним из моих главных оружий был перформанс. Она передает расслабленную атмосферу, не слишком напряженную. Было сложно преподнести Sweet Dreams в моем стиле, и я часто думаю, а что было бы, если бы я сделал все по-другому. Но эта песня всегда будет для меня великолепной, неизменно. Было очень значимо сделать ее вместе с Мигелем. Хотите спойлер? Вы же видели расписание промоушена, оно включает в себя видео с моим выступлением. Это значит, что будет и выступление. Позже вы обязательно поймете, что к чему, и скажете: «О, так вот в чем было дело». Charm of Hope – это мерч в виде брелока, который я впервые представляю. Честно говоря, я сам толком не знал, но оказывается, сейчас такое часто делают. Эти висящие побрякушки, которые цепляют на брелоке, называют Charm – подвеска. Можно сказать, что это своего рода альбом и его разновидность. Вы можете слушать музыку через этот брелок. Я подумал, что это будет вам интересно. Я лично принимал активное участие в деталях. В целом, я вложился в этот проект.
О такой красоте можно было бы слагать стихи. Они такие бойфренды. Причина сегодняшних слез – Чонгук в своей панамке. Их любовь – моя Римская империя. Интересно, Чонгук сейчас простоит столько же, учитывая габариты Тэхёна. Чонгук и его поклонники были особо упомянуты в недавней статье Национального информационного агентства Монголии, на этот раз в контексте мировой культуры и туризма. В рамках пресс-тура, организованного Министерством культуры Южной Кореи, журналисты из 5 стран посетили знаменитый Skywalk в Пусане, который теперь отреставрирован благодаря китайским фанатам Чонгука. Это был выдающийся момент в статье. Яркий пример того, как Чонгук и его глобальный фандом продолжают оставлять ощутимый след, демонстрируя глубокое влияние Чонгука, вдохновляя его поклонников вносить позитивный вклад в сохранение культуры и общественные проекты, расширяя его влияние за пределы музыки. Они, как ласковые котята, очень нежные и трепетные друг с другом. Отрывок реакции с канала Form of Therapy о Тэхёне. Люди часто говорят о знаменитых художниках, таких как Ван Гог. Часто говорят, что такие художники не получают должного внимания при жизни. Люди не начинают ценить их по-настоящему, пока они не умрут. И мне сразу подумалось, что если бы Винсент Ван Гог был айдолом кей-поп, то он был бы похож на Тэхёна. В его творчестве и в его душе есть что-то настолько художественное, что это проявляется во всех его видео так красиво, душевно и непринужденно. Когда я ходил по музеям, когда я видел работы Ван Гога, когда я ходил на выставки, посвященные великим художникам нашего времени, я думал о Ви.
Некоторые из этих клипов тронули меня так глубоко. Они рассказывают об истории жизни художника, о том, что для него значило искусство. И я думаю, дело не только в том, что музыкальное видео хорошее, и музыка тоже хороша. Мне кажется, что это говорит о том, кто он такой. В этих 3 клипах так прекрасно показана душа. Они не похожи на кей-поп, не похожи на музыкальные клипы. Они показывают, какой он человек. Лучшая черлидерша всех времен. Немного о Ким Тэ-хёне и о том, как он менялся. Если вспомнить первые шаги Тэ-хёна к тому, чтобы стать айдолом, то были они весьма хаотичны. Мальчик с фермы, воспитанный любимой бабушкой, у которого в запасе было только не слишком ясное понимание, зачем он это делает, и красная куртка, которая привлекала много внимания. По ней, кстати, его ошибочно определили как богатенького подростка. Но на самом деле куртку купила мама на последние деньги, чтобы городские мальчики не смотрели на него свысока. Знала бы она тогда, что в будущем у него будет множество красных вещей, но уже от самых известных модных брендов. На тот момент в общежитие пришел озорной школьник с ушами-лопушками и чем-то таким во взгляде, что будущий лидер Намджун сразу понял, что легко не будет. Намджун сказал, это был сентябрь 2011 года. Мы жили в 2-комнатной квартире в Нанхён-доне. В то время Ви ходил с бритой головой. В первый раз, когда он пришел в общежитие, он осмотрел комнаты. Он выглядел как человек, который будет плохо слушаться. Не упростило ситуацию и то, что пока все активно готовились дебютировать, Тэ-хён стал тайным оружием компании, поэтому его до последнего не показывали зрителям. В статусе скрытого участника он провел почти 2 года и появился на публике лишь за несколько дней до дебюта. И как он радовался не только возможности заявить о себе, но и тому, что его восприняли. Тэ-хён сказал, когда меня открыли как участника группы, я получил ровно 1 письмо от армии. Я был так счастлив и не спал до 4 утра, прочитав это письмо около 15 раз. Я постоянно показывал его Хёнам. Что интересно, Тэ-хён до сих пор испытывает особые чувства от бумажных писем, но свое самое первое послание он, наверное, никогда не забудет. А вот о своем имидже озорника забыть пришлось. Он все еще оставался живым и непосредственным, но чем дальше они двигались в творчестве, тем больше он понимал, что теперь несет ответственность не только за себя. Так на место веселого шкодника пришел потрясающий искренний парень, с которого год за годом спадала подростковая угловатость, и становилось ясно, почему однажды в нем разглядели то самое секретное оружие. Но в рамках только красивого образа он задерживаться не хотел, поэтому регулярно пробовал возможности своего голоса, который не был типичным для кей-поп, да и все его возможности мы увидели совсем не сразу. Если вспомнить, то пришел к нам порыкивающий подросток, который заманчиво играл хрипотцой, тогда сложно было представить, что в итоге мы придем к джазовому звучанию и бархатным переливам. Живая мимика всегда была его особым козырем, поэтому каждая песня с его участием неизменно сопровождается мини-спектаклем из игривых взглядов, томных губ и мимолетных добивочек взлетом брови. Он действительно хорош в этом. И в своих песнях он тоже неизменно играет. Голосом, движениями, вниманием слушателя. Даже спустя годы, в которых было разное, он сумел сохранить в себе свою необычность. Маленький принц, который уже не пытается достучаться до взрослых, а просто любит свою планету и всех, кому повезло оказаться с ней рядом. Его любовь оказалась настолько сильна, что он отвел ей целую полосу радуги, которая была до нас и останется после. Захотелось кинуть вам внезапного Чонгука.
СМИ написали: Ким Джи Хун, публичное признание Чангуку. Безусловно, мой любимый, если бы он только не пошел в армию, Ким Джи Хун сказал: я наблюдал за BTS еще до того, как они стали мировым хитом, и выразил свою привязанность к Чангуку. Для меня это 100% Чангук. Он просто такой хороший. Лично меня больше всего расстраивает то, что я стою рядом с тобой. Он объединился с Ашером и был просто в восторге от этого. Но потом он завербовался в армию. Если бы он не пошел в армию, клянусь, он мог бы участвовать в шоу в перерыве между матчами за Суперкубок. Вот о чем я действительно сожалею, серьезно. Когда вышла эта песня. Ого, черт. С самого первого сольного выступления все было так гладко. Так хорошо. Хореография была бам-бам-бам, хит за хитом. Наблюдая за этим материалом, я думаю, это настоящее безумие. Песня просто потрясающая. Дети, они не умеют свои чувства и эмоции сдерживать, они искренние. Это момент на шоу в Америке, говорит сам за себя. Тэхён действительно притягательный для любого возраста, его магнетизм, его влияние необъяснимы. А еще обратите внимание на язык тела не только Тэхёна. Как же я люблю смотреть на то, как его любят. Любить любовь порождает только еще больше любви. Спустя почти 2 года после релиза песни Чангука, Seven вошла в двадцатку лучших песен K-pop в рейтинге Golden Chart за апрель 2025 года. Будучи самым старым треком в списке, он подчеркивает неизменную популярность песни во всем мире. Рейтинг публикуется ежемесячно и основан на данных о мировых показателях стриминга и продажах. Второе место. Это так интимно. Он так очарован Тэхёном. Он думает, что я лучший в мире, даже без макияжа. Он выбирает меня, чтобы отправиться на необитаемый остров. Пока у меня есть этот парень, все будет хорошо. Он ест то, что мне не нравится. Он радостно улыбается, когда меня хвалят, как будто это было его собственное достижение. Первое место. Да что вы знаете о ревности? Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.